Привет, мои дорогие, привет, мои котики. Сейчас на второй канал я выложила видео, что он думает о вас сегодня. А это гадание у нас будет о том, какие у него планы насчет вас. Хотели бы вы узнать, какие у него планы насчет вас? Гадать мы будем с вами на цыганском таро сейчас. Какие у него планы насчет вас? Цыганское таро мне тоже очень нравится в раскладах, потому что оно показывает не сколько даже эмоций, сколько именно определенные действия, поведение. Итак, сейчас посмотрим, какие планы у него по отношению к вам. Итак, смотрим. Будем выкладывать тоже, как обычно, на 4 вида мужиков. На 4 мужчины. Можете загадать нескольких даже. Или одного, который вам так сильно дорог. И давайте сейчас посмотрим, какие у него планы насчет вас. Правда интересно? Мне тоже интересно, девочки. Мне тоже интересно. Итак, загадывайте, пожалуйста, свое колесо цыганское. Можете даже пальчиком немного ткнуть в эту карту, настроиться. Настройтесь, кисуни. И сейчас мы с вами посмотрим, какие у него планы. Даже в несколько будем карт дополнительных еще доставать, чтобы уже наверняка-то. Итак, девочки, первый вариант. Смотрим первый вариант. Берем колоду в руки и смотрим. Всадник посохов. Ну, во-первых, мужчина у вас... Вот посмотрите, поближе даже положу. Мужчина у вас по этой карте очень и очень, кстати, такой бизнесмен. Он все время думает, как бы ему заработать бабла. У него очень много жизненной энергии, чтобы чем-то таким заниматься. У него очень много планов в голове. И причем эти планы, в принципе, легко исполнимые. Если он поднимет свою жопку с дивана, то все у него получится. Вот умный. В этом плане, как если чего-то добиваться, то он умный, продуманный, чем бы он ни занимался, девочки. И какие планы? Какие у него планы насчет вас? Так, смотрим. У него, если честно, девочки, опять выпала десятка посохов и двойка колес. У него на первом плане, конечно, зарабатывание бабосиков, зарабатывание денег. А все остальное у него уже, конечно, на втором плане. Он очень сильно хочет реализоваться, либо дореализоваться, в зависимости от возраста его в своей жизни, да. Он копит денежку, он реально собирает, он мастерит. Он, знаете, вот если не руками что-то мастерит, то он в своем мозгу что-то мастерит. У него это получается вот эти вот колеса, да. Видите, два колеса, которые соединены веревочкой, да, и он их держит над головой и запускает. То есть это какой-то как вечный двигатель какой-то. Он занят его разработкой, он занят... Он далеко пойдет, я вам скажу, если уже пошел далеко. И все-таки почему не выпадает нигде вы? Давайте посмотрим. А вот уже и выпала тут. Выпала у нас цыганочка. Смотрим, у нас старший третий аркан, всадник мечей выпал, и 13-й старший аркан. Ну, девочки, так я вам скажу, да. Планы насчет вас. У некоторых из вас может так проиграться, что действительно человек уже реально... Если вы гадаете на своего какого-нибудь бывшего, с кем у вас были отношения, с кем вы расстались, то я вам скажу, что он решил поставить точку в отношениях, да, сжечь эти все мосты, и потому так он ушел глубоко в работу. Но, знаете, тут такая еще фишечка. Если вы, вот знаете, он такой, он может 10 лет встречаться с одной женщиной, но на ней не жениться, да. Потом болезненное трудное расставание, через пару месяцев, да, год, бац, он женат. И вот кажется, как так?
ты все время мне говорил, что ты не можешь, еще рано, ты еще молодой или еще что-нибудь. Короче, тысячу отмазок находил, а потом бац и женился. Так вот, я вам скажу, девочки, что этот чел, да, если мы сейчас гадаем на неженатого, он хочет жениться. Если он женат, скорее всего, он со своей любовницей поставит точку, да, чем, например, бросит жену, потому что все-таки тут вот выпадает женщина, подруга, боевая подруга, с которой он решает именно свои эти рабочие моменты. Вот кто к нему, вот смотрите, если вы смотрите на себя и на соперницу еще, да, в этом раскладе, то я вам скажу, он останется именно с той, которая будет его поддерживать в материальном плане, в зарабатывании денег, либо даже, может быть, ну, тут маловероятно, но все-таки это может быть, что он как, может быть, и альфонсом, который останется на материальной стороне, да, он выберет ту женщину, которая более материально развитая, либо та, которая помогает ему, с которой он чувствует, что он может заработать бабла, что он может развиваться в своей работе. У него работа реально сейчас на первом месте. И единственное, что вот он сейчас вот режет вот эти все свои ниточки, которые где-то его держали в руках, он реально их просто берет зажигалкой и жжет, и режет, и жжет вот по этой карте, да. Так что я думаю, что если вы хотите его привлечь по этой карте, то тут надо какую-нибудь, может, бизнес-идею предложить ему новую, от которой он может загореться, да, либо, либо просто поддержать его в его же каких-то делах. Работа у него сейчас на первом месте. И планов по отношению к женщине, к девушке, к жене, к любовнице, кому угодно. У него сейчас на третьем, десятом месте. На первом месте у него сейчас развитие какое-то. И он, знаете, без сожаления расстанется с любой той, которая будет ему мешать, будет каким-либо образом ему мешать совершенствоваться и запускать вот эту его идею. Понимаете? Так что будьте осторожны сейчас. Надо очень хорошо продумывать свое общение с ним, если вы хотите все-таки с ним быть. Вот такие вот у него планы. На первом месте работа. Дальше, дорогие мои, смотрим вторую карту. Вторую карту. Кто выбрал вторую? Какие планы у него по отношению к вам? Эта карта бланка выпала. Как говорится, червовый король. Сейчас посмотрим его планы. Ну, что я вам скажу? Тут более такой понятный человек выпал. Итак, что у него у нас? Шестерка колес, пятерка колес, тройка посохов и восьмерка колес. Знаете, он такое ощущение, что хочет сменить работу, да, либо пойти к своему начальству, попросить, может быть, премию, либо перевести его на другую должность, либо что-то в этом плане, для того, чтобы содержать свою семью, чтобы ему дали как-то больше денежек. Но знаете, в чем фишка этого человека? Если на первого я гадала, это был такой бизнесмен, который придумывает вечный двигатель, да, то этот человек, он не придумывает какие-то новые виды деятельности, чем-то заняться, да, в своей жизни для того, чтобы жить. Я бы сказала, что он больше такой просящий, то есть он не выходит из зоны собственного комфорта, чтобы чего-то добиться в жизни. Ну вот такой, знаете, я бы сказала, даже что-то тут от короля червового в поведении есть конкретное. И насчет его планов, да, если вы, так, планов насчет вас именно, да, тут еще может так выпадать, если вы только начинаете свои отношения, то я так думаю, по картам еще идет, что он хочет вас познакомить со своей семьей, да, либо с отцом, матерью или с двумя ими, познакомить вас, чтобы его семья оценила, подходите ли вы ему для брака или не подходите, да.
Дальше такой момент, девочки. Вот я сейчас самым первым делом сказала на то, что он пойдет куда-то на работу, что-то просить у кого-то, да, чтобы для семьи ему, вот для этого, что ему... Вот знаете, я женюсь, дайте мне, пожалуйста, премию. Вот такой вот хвостун. И я вам скажу, он реально сейчас в ожидании того, что ему кто-то что-то даст, денежки какие-то. И в то же время, вот эта вот последняя карта, восьмерка колес, говорит, что он хороший работник именно руками, да. Но вот если... Вот хочется мне в эту степь уйти уже по второй карте, да, как он по жизни может зарабатывать деньги или не может, потому что тоже такой, знаете, вопрос очень интересный. Он может работать вот по графику, он будет хорошо работать именно по своему графику, либо день через день, либо на 8 на работу и до 5 он будет работать, стараться, но он совершенно не способен, знаете, вот толкать этот паровоз. Я бы сказала, что он один из вагонов, причем хороших вагонов, который полностью может сам функционировать, но как вагон. То есть это не сам локомотив, да, который будет все стащить на себе. Такой же он будет и в отношениях. И вот видите, так и выпадает, что он бы хотел бы вас и с родными познакомить, чтобы кто-то за него решил, подходите ли вы ему или не подходите. И не то, что сколько собрать мнений для того, чтобы, знаете, на основе там статистики, да, мнений о вас составить свою точку зрения, да, перевес в какую-то сторону. Я бы сказала, что даже в отношениях он хочет, чтобы кто-то за него что-то решил. И он такой, знаете, ведомый. И вот такие вот у него и планы на вас. У него планы на вас, что кто-то за него что-то решит. И, скорее всего, может, даже и вы можете решать. Если вы у нас голова всему. Давайте посмотрим. Да, и выпадает, вот, и восьмой старший аркан об этом говорит, дорогие мои, что вы всему голова, а вон выпал вот таким вот мишка. То есть, как вы захотите, так он и будет себя вести. Вот этим человеком, в принципе, можно даже и управлять. Но, девочки, не забываем, управлять можно по-разному. Можно человека задавить полностью, да. А есть такие, которые под каблуком, железным каблуком хорошо себя будут чувствовать. А есть такие, которые будут хотеть... Вы обратите внимание, вот проанализируйте своего мужчину, да, какими-то наводящими вопросами. Какой же он все-таки? Сможет ли он жить под каблуком? Сможете ли вы быть этим каблуком на постоянке? Так что планы на вас... Я бы сказала, что эти планы зависят от обстоятельств, других людей, от вашего отношения к нему. Вот он такой ведомый. Ему надо просто показывать курс, показать, куда ему двигаться, создать условия для того, чтобы он двигался. Ну, вот знаете, вот такой вот, может, для кого-то это и нормально, но для меня это, знаете, немного он такой ребенок еще. Еще и такой ребенок. Либо по зодиаку, вот если к зодиакам, да, отнестись, то я бы сказала, что он такой вот не рыба. Рыба, кстати, рыбы мужчины тоже много что могут решать, да, но он вот такой вот не рыба, не мясо по гороскопу. Или гороскоп рыба мясо. 13-й знак зодиака или 14-й надо уже ввести. Ни рыба, ни мясо. В общем, если вы готовы его вести, да, за него впрягаться, за него что-то решать и даже знакомиться самой с его семьей, то милости просим. В принципе, человек для жизни будет нормальный, если вы любите человеком управлять. Так, девочки, вот Мишуту тоже ложим в сторону. И открываем третью карту. Открываем мужичков под третьей картой. И что же тут выпало? Какие у него планы насчет вас? Тройка мечей. Да уж. Давайте посмотрим, что за тройка мечей тут выпала. Так.
Сейчас он, знаете, в каком-то таком, я бы сказала, нервно-агрессивном состоянии. Ам, Вот вы выпали, вот он выпал, да, и тут его эти сферы деятельности какие-то выпали. Но тут у нас выпала тройка мечей. Тройка мечей это ссора, либо непонимание. Ну, очень даже похоже на разлуку, но все-таки это разлука с каким-то негативным подтекстом. Вы знаете, вы как две статуи, но по отдельности. Не одна такая композиция, да, садовая, а вот две как разных. Он свое пытается отстоять, вы свою точку зрения, он свою. Вы пытаетесь двигаться по-своему, он по-своему. Тут молодая цыганочка выпала, тут тоже такой немолодой выпал, да. Это тоже говорит, и может быть тут и разница в возрасте, или разница во взглядах, антагонисты по планетам, да все что угодно. Но сейчас такой вот дисбаланс выпал реально. Я бы сказала, что на данный момент планов насчет вас у него таких каких-то особо в голове нету, кроме того, как доказать вам, самому себе, что он мужчина со своей точкой зрения. Как в песне «Гни свою линию». Вот это про него. Гнет он. Гнет он свою линию и нос высоко задрал. И вот так вот. И знаете, я бы сказала, что он доказывает это не только вам. Тут еще и другие какие-то мужчины выпали. Знаете, как дуэль какая-то даже бы я сказала. Что он еще пытается петушиться, чтобы выяснить отношения с другими мужиками, которые вьются вокруг вас. Либо показать себя, вот когда... Знаете, вот мужчина даже в интернете, вот типичный случай вот такого расклада, да, возьмем интернет. Он берет, например, вот пишет на своей странице что-нибудь такое насчет вас, переписывается с вами в, в личке, и в то же время он смотрит, кто вам поставил лайк, кто вам не поставил, и принципиально не ставит свои лайки, чтобы не палиться, и в то же время, чтобы потом вас зацепить, на что что это за придурки тебя лайкают. Ну, что-то в этом роде. Я вот сейчас вам на примере соцсетей, да, рассказала. Гордость, самомнение, и вот, знаете, как похож на кота, который сидит в общественном месте, чуть ли не у спуска в метро, и выпечил свой хвост, и смотрит на всех, кто наступит, я тут с вами разберусь. Ну вот, знаете, вот сам как-то провоцирует негативное отношение к себе, да, сам провоцирует причем. И ваши негативные отношения он провоцирует. Он хочет, знаете, показаться таким каким-то плохишом, чтобы вас задеть. Он реально хочет вас задеть. Он хочет задеть ваших мужиков. И я так думаю, это все-таки из-за его самомнения. Что-то вот сегодня у него с самомнением его не то. Мало ли кто мог испортить ему настроение. Может, даже и вы могли своим поведением испортить. Выложили, например, вы какие-нибудь фотографии в интернете, да, что задело его, что вы где-то там что-то делали, развлекались, либо селфились, да, у себя даже дома, но с улыбкой, например, на лице, и вот тоже может это задеть. Вот какой-то вот такой вот, знаете, кот со вздыбленной шерсткой он. Насчет планов его по отношению к вам. Вот знаете, вот тут вот планов на данный момент, в принципе, тоже никаких не выпадает, да, кроме как показать свою ершистость, да. Ну, дыма без огня тоже, девочки, не бывает. Не будет мужик просто так показывать свою ершистость, если баба ему безразлична. Ну, согласитесь, да. Возможно, он где-то включил какую-то обидку. Возможно, где-то вот-вот он был готов с вами, как говорится, пройти всю жизнь рука об руку и умереть в один день, да. Но что-то вот ему помешало. Самооценка у него упала. И как-то он себя чувствует не фонтан. Так что сейчас пока
Рано думать о его планах на вас, кроме того, как вас позлить. Ну, не только вас позлить, да, повыяснять отношения с мужиками, доказать, что он лучший. Ну, вот именно такое, это такая у него эфемерная цель ежика в тумане. Так, дальше давайте посмотрим последнюю карту. 4-й вариант. Так, я эти подвину. Подвину уже наши отработанные варианты. И 4-й. 4-й вариант у нас выпал старший аркан, 2-й цыганский аркан. Человек, с которым всегда надо советоваться, да, планы насчет вас, планы у него насчет вас очень даже и не... О, девочки, девочки, все, бинго, по этой карте, по этому раскладу у вас с ним бинго. Я в каком плане имею в виду? Бинго, которое будет написано на обручальных кольцах. Вот реально он вас видит. Карта бланка выпала. Червовая дама, да. Семья, радуга над кибиткой, рассвет, семья, семья, семья. Он стопроцентно решил с вами быть. Он хочет, он видит, он не то что видит вас своей женой, он видит свою семью вместе с вами. Браво! Самый вообще прикольный, клевый расклад. Это сейчас 4-й, потому что все карты до единой подтверждают желание мужчины сковать себя с вами узами брака. Причем, знаете, вот именно перспектива семьи, то есть не только вы и он, но и еще и другие родственники, дети, да все что угодно. Супер, супер. Вот просто аж на меня волна аж пошла от ваших свадебных бутоньерочек. И запаха шампанского. Пенит он мне голову. Все, девочки, хоть бы так и было, за вас пальцы держу. Если вы хотите за этого мужчину замуж, то это просто офигительно. Все, дорогие мои, вот такой вот был расклад. Пока-пока.